注意看视频中正在出场的正是俄罗斯的特种兵拳王亚历山大，他在军队里的工作就是教特种兵格斗术。如今俄罗斯老百姓非常想看到他的真实格斗水平，于是亚历山大就参加了世界格斗锦标赛。由于他的实力太强悍，在比赛中一拳把对手打到半死不活。一战成名的亚历山大遭到了英国冠军的挑战，英国冠军杰克点名挑战俄罗斯特种兵，还当记者的面羞辱俄罗斯特种兵就是懦夫和卑鄙小人，气得亚历山大再一次登上擂台。双方的比赛马上开打了，一边是俄罗斯特种兵，一边是英国的世界拳击冠军。那么到底谁获得了比赛胜利？咱们抓紧进入比赛现场。大家好，我是小胖，今天为大家带来的是一场俄罗斯对战英国世界冠军的比赛。视频中右边的这位就是俄罗斯的特种兵亚历山大，视频中左边穿白色运动短裤，戴的是白色拳击手套的，就是英国的世界冠军杰克。比赛已经开始，这场比赛采用的是踢拳规则也就是自由搏击。可以用腿，可以用膝，可以用拳但是不开肘不能用肘去打人。两个人的身高都非常的高，平均在1.85米以上，特别是俄罗斯的特种兵亚历山大，身高达到了1.94米。比赛刚开始，两个人的节奏不是特别的快需要摸索一下对方的力量，试探一下。特别是英国的世界冠军，他并没有怎么出拳，转身边拳不错。一个后手拳把英国冠军都打飞起来了，双脚离地了。裁判赶紧读秒，这一拳太牛了！如果是普通的拳手早就下巴打骨折了。这个世界冠军的抗击打能力还是挺强，这一拳太猛了。好，双方的比赛正常进行。俄罗斯的特种兵已经拿到了非常大的优势，转身腿法继续往前冲。由于自己的身高比较大，一定要拉开距离，所以大家稍安勿躁。又一拳！这场比赛，俄罗斯的特种兵在第2回合就把对手搞定了。无论对手再怎么抗打，他始终都受不了俄罗斯特种兵亚历山大的铁拳。Потащил соперника на себя Валерий, попринимал. Хороший лоу-кик в исполнении Мачадо. И работает сейчас вторым номером. Да, опять хорошо зацепил дважды справа. Вынырнул из-под ударом Валерий туда ему. Вот попадает и Мачадо. Он, конечно, так просто не сдастся. Да, надо отметить, что Мачадо достаточно быстро восстановился. Он буквально чуть-чуть походил за Валерием, и уже видно, что ясность в глазах появилась, и более плотные удары начал выбрасывать сам. Подхват снова. 25 секунд. Ну вот еще бы хорошо один эпизодик забрать бы, чтобы закрепить свой успех в этом раунде. Здорово, с отнятием руки работает Валерий. Идет вперед Мачадо. И причем опасный апперкот сейчас он выбрасывает по Валерию. На сайдстепе Валерий попытался сработать. Бэкфейс, защиту. Пока все.
мы сейчас повторы. И первое падение Мачадо, оно было после того, как Валерий попал ему куда-то в область ключицы. А второе, действительно, там четкое попадание в подбородок. Но еще надо было отметить, что Валерий побежал бить коленом. И ну, где-то в какой степени рефери помог ему не нарушить правила, потому что он вмешался сразу, вот стал между спортсменами. Браво, Валерий, молодец! Это нокдаун! Это тяжелый нокдаун, сейчас будет отсчет! Молодец, Валерий, отлично, супер! Вот так! Максимально эмоциональный поединок. Да-да-да, и Сергей Матвеев сейчас кричит Валерий, чтобы тот спокойно так же дорабатывал. Все получается, удары проходят, дыры в защите есть, так же, собрано. Левый боковой, через правый, кстати, хорошо, там через финт, легкий удар. Атака ногой, туловище идет. Мачадо разменивается, пытается сейчас драться он с Валерием. И очень хорошо, кстати, действует на сайдстепах Валерий Безяев, потому что соперник явно идет на него, и вот здесь можно уже отрабатывать. Не отдает бедра. Мачадо ставит щиты. И также на ножках двигаться. Можно через живот попробовать. Опасные удары у Ариэля Мачадо очень. Он наносит силовые удары. Попасть под такое мало не покажется. Так что собрано в защите. Здорово. Хороший щит. И пролетает свою дистанцию Валерий сейчас, к сожалению. Хорошая серия через блок. И здорово опять на сайдстепе Валерий. Но там и Мачадо попал одиночным справа. Да, тоже было. Между перчаток хорошо зашло. И снова пропускает Безяев. Но вот опять же, у Валерия такой достаточно веселый стиль ведения боя всегда. Он не дурак подраться, он может поразмениваться, да, и сейчас выставляет лицо. И еще раз попадает, и принимает на себя удары Мачадо. Что он тоже творит. Хайкик, но здесь падение, да, просто потеря равновесия. И пропускает Безяев теперь, тоже боковой. Руки на месте должны быть, не стоять перед ним, двигаться необходимо. Есть попадание от Валеры. Выйти, задышал Валерий, по-моему. Тяжело, потому что действительно начал прессинговать сейчас Мачадо. Да, под таким прессингом и давлением всегда очень трудно работать. Колено в корпус от Безяева. Хорош! Отличная двойка, но стоит Мачадо! А вот теперь может уже не... Да, зашатался сейчас бразилец! Попадай! Еще! Не оперся, прямо оперся же на сетку. Не отпускать, но аккуратно! Попадает еще раз справа! И Мачадо вяжется в клинче. Да, за счет своих хороших попаданий. 20 секунд, ну сколько он может принимать этих ударов на себя! Мачадо и падает лицо! 哇！恭喜俄罗斯的特种兵格斗教官亚历山大，最终是在第2回合还剩10几秒钟的时候啊，直接把对手打趴下，对手再也站不起来。在这场比赛中多次打趴英国的冠军，太牛了！我只能说真的是太牛了。再看一下精彩的慢镜头，哎呦，直接把对方的脑袋当篮球在打，又一拳，完了！裁判怕出人命啊，赶紧叫停了比赛。太牛太厉害了！俄罗斯特种兵夺走了英国人的金腰带，也让自己的弟子啊，在军队里的这些徒弟看清楚了，一定要好好练。练好了之后，不仅可以获得金腰带，还可以获得很多的出场费，还能为国家争光。怎么样，各位看官，今天的比赛好不好看，精不精彩？您对这场比赛有什么样的看法？请在视频下方评论区告诉小胖，小胖都会一一回复。喜欢记得点赞加关注，咱们下期再见。